Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала «Семейный Handmade». В сегодняшнем мастер-классе на примере полюбившегося многим рыжего кота я покажу, как можно расписывать изделия из папье-маше по принципу от темного к светлому. Для работы нам понадобятся акриловые краски, спонжи или губки и кисти. Я работаю только с художественными акриловыми красками, чаще всего с фирмами Луч и Декола. Какой производитель подойдет именно вам, вы узнаете только после собственных проб и экспериментов. Но, может быть, мой опыт вам немного поможет. Я пробовала акрил разных ценовых категорий и разных производителей, но, честно говоря, большой разницы в качестве продукта я не заметила. Естественно, палитра цветов дорогих производителей разнообразней, но обычно мне хватает базовых цветов, из которых самостоятельно можно получить много других цветов и оттенков. Кстати, для меня самая лучшая белая краска как раз у бюджетных производителей. Она идеально однородная, густая и непрозрачная. Еще я не люблю работать с акрилом в тубах. Мне привычнее и удобнее работать с красками в баночках. Открыл, не подошло, закрыл. А с тюбиком так не получится. Выдавил, обратно уже не вернешь. Новые оттенки я также развожу в баночках от акрила и гуаши. Спонж или губка. Конечно, я бы рекомендовала купить именно спонжи. С ними работать удобнее и чище. А если вы будете своевременно их мыть, то их хватит надолго. Но при отсутствии спонжей можно воспользоваться и обычной губкой для мытья посуды. Ее необходимо нарезать на небольшие квадратики или любые другие нужные формы. Как только губка полностью пропитается краской, ее нужно заменить на новую. Кисти я в основном использую синтетические, реже щетину. Натуральные кисти, такие как, например, белка, для акриловых красок не подходят. Опять-таки, с опытом вы подберете для себя идеальные материалы и инструменты для работы. В росписи кота я использовала следующие цвета: коричневый, белый, оранжевый, черный, зеленый и розовый. Смешивая цвета, получаем нужные оттенки. Например, я начала с того, что покрыла всего кота коричневым цветом. Дальше в коричневый цвет я добавила белую и оранжевую краску. Получился более светлый оттенок коричневого. Сухим спонжем покрыла кота поверх коричневого цвета новым оттенком, но не сплошным слоем, а так, чтобы первый цвет как бы просвечивался сквозь второй слой. Дальше в получившийся оттенок коричневого я опять добавила белую и оранжевую краску, получив при этом цвет светлее предыдущего. Сухим спонжем проходимся по котику новым оттенком. Добавив оранжевую краску, получаем новый цвет. Шубка кота из коричневого цвета постепенно переходит в рыжий. Добавляем яркости неразбавленной оранжевой краской. Озвучивать каждый момент работы я не стала, так как на видео отражена и последовательность, и принцип росписи. Но если по этому мастер-классу у вас возникли какие-то вопросы или что-то было непонятно, смело спрашивайте в комментариях, и я обязательно вам отвечу.
Кстати, второго котика я также перекрасила, и у меня получились братья-близнецы. Лаком покрывать я их не стала, но если вам это необходимо, используйте матовый или глянцевый акриловый лак. Спасибо, что смотрите наш канал, ставите лайки и пишите комментарии. Постараюсь не затягивать со следующим видео. Всем хорошего настроения и до новых встреч!